Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня пару раз просили показать, как я делаю биндеры, и так как мне как раз нужно сделать новый, то я сниму процесс и покажу его вам. Сначала покажу два биндера, которые я делала сама. Первый мой, сделанный почти год назад. Вот такой биндер А4. Я в нем храню карты Stray Kids. Так он выглядит изнутри. Вот так вот выглядит у него механизм. Здесь размер колец где-то 3,5 диаметр. С этой стороны покажу, чтобы вы его со всех сторон посмотрели. Он у меня обклеен упаковочной бумагой, а сверху обклеен прозрачной самоклеящейся бумагой. С этой стороны видно, вот здесь заканчивается самоклеящаяся бумага. Так, и второй биндер, у меня таких два, это биндеры формата А5. Здесь вот такие кольца, тоже примерно диаметр у них 3,5. Также я обклеивала упаковочной бумагой, но уже без самоклеящейся бумаги сверху. И теперь перейдем к материалам, которые мне понадобятся для создания биндера. Во-первых, это самое важное, это кольцевой механизм. Для своих биндеров опять я покупала вот такой кольцевой механизм, точнее набор из 3 штук, 2 я уже израсходовала, и вот остался еще один у меня в запасе, и к нему вот такие вот болтики специально, чтобы крепить механизм к обложке. Для большого биндера я купила в каком-то канцелярском магазине папку, вот такую примерно, и просто вытащила из нее кольца, как бы аккуратненько вырезала. Конечно, само вот это крепление будет уже непригодно, но его можно заменить также, либо купить отдельно болтики, либо использовать металлические люверсы. Я думаю, механизмы для биндеров А4 можно также купить вот в таком виде на маркетплейсах, на Озоне, Вайлдберрисе. Но почему-то я не ищу легких путей и, в общем, опять купила себе папку. Сама папка неплохая, вот так она выглядит, и она идеально подходит для листов SOMS. Они здесь не торчат, в отличие от биндера, который я покупала в буквоеде. Вот такой, в нем листы торчат. Так что в целом можно просто использовать эту папку, ничего дальше не делая. Она неплохая, почти что самая бюджетная на Wildberries была на момент покупки. Я постараюсь оставить ссылку на нее в описании, также на механизм, если смогу найти. На эту папку, по-моему, не смогу оставить, потому что ее больше нет в наличии, но, в общем, поищу что-нибудь и оставлю все ссылки в описании. И именно из-за того, что она так идеально сидит, здесь все так идеально, кроме размера колец, я начала сомневаться, а стоит ли мне вообще делать новый биндер или как бы пользоваться этим. Но поскольку я уже обещала сделать видео с процессом, то давайте начнем. Дальше по материалам нам нужен переплетный картон. Я советую использовать картон толщиной 2 мм. Это как бы и немного, и немало. Достаточная плотность для того, чтобы он не мялся и при этом не был тяжелым. Также нужен картон. Его нам понадобится немного. Даже не знаю, какой плотности он нужен. Где-то грамм 180-200. Лучше 200, наверное. Не знаю. В общем, я использую картон. Вот у меня была такая брошюрка с величайшим шоуменом, и на все свои биндеры я вырезала нужные мне заготовки из него. Я попозже расскажу, для чего они нам нужны. Для оклеивания биндера, обложки, как я и говорила, я использую упаковочную бумагу, потому что у меня ее много. В свое время купила очень много рулонов, и теперь пытаюсь их как-то потратить. И я буду сегодня использовать вот такую вот бумагу с жуками, потому что я на приколе. Также можно использовать самоклеящуюся бумагу. Единственное, что вроде как у нее достаточно мало дизайнов, но там точно есть что-то под мрамор. Если у вас нет ни того, ни другого, возможно, будет удобнее купить сразу самоклеящуюся бумагу, чтобы не мучиться с клеем, с которым я буду сегодня мучиться. Но у упаковочной бумаги дизайнов намного больше. Также для того, чтобы закрепить механизм на обложке, нам нужно как бы сделать в ней дырки, поэтому нужен дырокол, либо можно как-нибудь повозиться канцелярским ножиком.
И в целом по материалам это все. Ну, конечно, еще нужны ножницы, там, карандаши, линейки. Это и так понятно. Ну и начнем мы с того, что нужно вырезать из переплетного картона детали. Деталей 3 штуки. Я делаю биндер формата А4, поэтому у меня детали размером по высоте 32 сантиметра, по ширине 27 сантиметров. Вторая деталь точно такая же. И деталь для корешка у меня шириной 4 сантиметра и, собственно, высота 32 сантиметра. Я продублирую вам цифры на экране, а также напишу размеры картона для биндера А5, который у меня есть. Также продублирую все в описании к видео, можете посмотреть там. Далее возвращаемся вот к этим моим заготовкам, которые я сделала заранее перед видео, чтобы сейчас с ними не возиться. Но я покажу вам на примере, что именно нам надо. Нам нужна деталь по высоте нашего биндера, то есть у меня это 32 сантиметра, шириной на 2,5 сантиметра. Вот такая деталь у меня для примера. С обеих сторон нужно сделать отметки по 1 сантиметру. И получается сантиметр, полсантиметра, сантиметр. И теперь нужно по этим линиям согнуть аккуратненько. Если у вас так не сгибается, то проведите сначала шилом не острым или ручкой, которая уже давно не пишет. Получается вот такая штучка, которую мы будем использовать для того, чтобы скрепить все детали между собой. Давайте приступим к тому, чтобы соединить детали между собой. Для этого понадобится клей, про который я забыла сказать в самом начале. Я рекомендую использовать клей Момент, но, к сожалению, на данный момент у меня закончился клей Момент, поэтому я буду использовать клей Карандаш. Сцепление не самое надежное, поэтому я его не рекомендую. Можете еще попробовать горячий клей, но тоже не уверена, что это самый нормальный вариант. Все-таки лучше всего использовать клей Момент. Не который прям Момент, а который такой контактный клей. Все, вспомнила. Берем нашу деталь, клеим, проклеиваем вот эти части, которые по 1 сантиметру, и приклеиваем этот 1 сантиметр вот так. Оставшиеся 1,5 сантиметра у нас пока остаются. Вот так у нас получается. Если вы используете контактный клей, то просто подождите, когда он высохнет, и этого будет достаточно. Поскольку у меня нет контактного клея, для того, чтобы все получше скрепилось, я использую еще малярный скотч. Пока данная деталька как-то пытается схватиться, мы приклеим ко второй. Действия все те же самые. Как вы понимаете, дальше нужно просто приклеить оставшуюся детальку. Та же самая схема. Намазываем клеем, приклеиваем. И в итоге у нас вот эти 0,5 сантиметров должны остаться между детальками. Отлично, и оставляем все это высыхать, а мне нужно приклеить скотч. Итак, мозаика из величайшего шоумена сделана. Так что, Хью Джекман, жду в ЛС, жду деньги за рекламу фильма, который вышел 100 лет назад. Когда я делала свою первую обложку для большого голубого биндера, я ее сделала и обклеила
Это изнаночная сторона, я обклеила, в общем, чтобы у меня все некрасивые штуки были здесь, а здесь все у меня красиво. И вот такая вот обложка бы у меня получилась. И что-то у меня не сложилось в складывании, и мне пришлось ее вывернуть изнанкой наружу. И получается, что обложка у меня получилась такой. Вот здесь видны края как раз-таки вот этих деталей. И это как бы неправильно. Поэтому свои следующие А5 байндеры я сделала уже верно. И вот эти детальки, вот они. Надеюсь, вы их видите. Вот. Вот эта изнанка, вот она. Я ни на секунду не сомневаюсь, что именно вот это является внутренней стороной, потому что я не первый день делаю всякие такие штуки. Но почему-то именно в формате А4 изнанкой наружу, на мой взгляд, крепче держится. В общем, дело за вами. Я даю вам изначальный посыл, что это изнанка, внутренность, а вот это внешняя. Отклеилась. А вот это внешняя сторона. Но хотите, можете быть такими же бунтарями, как я, и сделать наоборот. Можно уже приступать к обклеиванию биндера бумагой. Вот такая у меня бумага. Я напоминаю, здесь какие-то жуки. Я покажу это на примере Конфуция. Вырезаем упаковочную бумагу или самоклеющуюся бумагу по размеру где-то на 2-3 сантиметра с каждой стороны больше, чем наша обложка. И начинаем приклеивать с вот этой стороны, с длинной. Снизу приклеиваем, сверху приклеиваем. Потом аккуратненько приклеиваем края. Сначала эти стороны приклеиваем, потом вот эти. И, как вы здесь можете заметить, сверху я также вырезала небольшой прямоугольник и тоже приклеила сверху. Вот так здесь выглядит стык. Получается, вот эта сторона была приклеена вовнутрь в самый последний момент. Сама Роуз против брака в расчет. В порыве отчаяния она даже собирается утопиться, лишь бы не выходить за Хокли замуж. До путешествия Роуз не видела ничего, кроме высшего света, и ее представление о жизни за пределами ее круга крайне поверхностно. Жизнь бродяги Джека кажется ей романтичной и полной свободы, о которой она... Самым сложным, возможно, будет этап вытаскивания этого механизма, отделения его от папки. Потому что одно дело пытаться его как-то, оторвать, вы его оторвете, но нужно вытащить еще и сами вот эти заклепки. А чтобы их вытащить, придется очень сильно помучиться с плоскогубцами. Нужно сдавливать вот это отверстие, чтобы оно сжалось, вы его как-то могли смять и вытащить. Да, это очень запарно, поэтому купите готовый механизм. Просто, как я и сказала, я почему-то, не знаю почему, не ищу легких путей. С того, как я начала делать биндер, прошло уже пару часов. В общем, так все это получилось. Как вы видите, я обклеила только корешок. Эти части не обклеивала, потому что я вырезала из той папки, из которой взяла механизм, вырезала эти стороны его, прямоугольника 2. Сделаю это вот так. Кстати, сам механизм вот у меня такой получился. Конечно, пришлось намучиться с тем, как вытащить заклепки, но некоторый опыт уже имеется. Я могла бы сейчас уже приклеить вот эти детали, но я хочу, как и предыдущий свой голубой биндер, обклеить сверху прозрачной самоклейкой. Если оно у меня еще осталось, я надеюсь. Если оно у меня осталось, я обклею. Если не осталось, не обклею.
Дальше мне нужно было уехать из дома, поэтому я снимала видео немного на коленке, немножко неудобно. В общем, ищем край у нашего переплетного картона и отмеряем от него 2 сантиметра. Это нужно нам для того, чтобы найти расстояние, ориентир, на котором мы будем делать дырки для кольцевого механизма. Дальше меряем сам кольцевой механизм. У меня он получается 2 сантиметра, делю пополам, получается 1 сантиметр. И уже от той точки, которую мы отметили, вправо отмечаем еще 1 сантиметр. Это не совсем обязательно, просто для того, чтобы понять, как нам поставить механизм, чтобы он стоял ровно. И теперь центрируем механизм так, чтобы снизу и сверху оставалось примерно одинаковое количество, там где-то 1,5 с чем-то у меня получалось вроде бы, но это несложно. И потом, уже когда все ровно поставили, очерчиваем дырочки, убираем механизм, вооружаемся дырокольчиком, либо канцелярским ножиком и вырезаем это отверстие. Потом остается дело за малым, просто прикрепить механизм или болтами, или люверсами. Итак, наступил уже следующий день, я вернулась домой и теперь могу сделать итог. Вот такой биндер у меня получился. В целом все хорошо, как и, наверное, планировалось у меня изначально, кроме того, что он издает странные звуки. Ну, это ладно. Так он выглядит у меня внутри. Здесь, получается, я приклеила эти части, и сюда могу что-нибудь теперь вкладывать. В итоге я нашла прозрачную самоклейку, но ее не хватало на весь биндер, и я обклеила только корешок, потому что здесь как раз-таки идет стрессовая зона, и поэтому сейчас расскажу о 2 моментах. Во-первых, данная упаковочная бумага рвется очень. Я буквально пока просто приклеивала ее к картону, она уже начала рваться. Но это минус конкретно этой бумаги, она такая глянцевая, типа журнальная, очень нестойкая. Советую брать какую-то плотную бумагу. На всех остальных биндерах у меня прям плотная бумага, такая прям бумага. А здесь она такая бумажечка. Не знаю, надеюсь, у меня поняли, что я имела в виду. В общем, она не очень. Но зато приклеилась она довольно-таки хорошо и почти без складок. То есть именно в приклеивании проблем с ней не возникло. Так что мой совет: берите плотную упаковочную бумагу, либо самоклейку. Второй момент. Из-за того, что я приклеила вот эти пластиковые штуки, то толщина бутерброда у меня увеличилась. Именно из-за этого высоты, длины моих люверсов, на которые я крепила механизм, вот здесь металлические такие люверсы у меня их хватило практически впритык для того, чтобы закрепить их. Я не учла этот момент, что пластик придаст толщину, но я думаю, у вас таких проблем не возникнет, если у вас будет уже готовый купленный механизм с маркетплейса, у которого в комплекте есть болты, либо я также оставлю вам внизу ссылку на просто комплект болтов, если вдруг вы будете также мучиться с тем, чтобы вытащить механизм из готовой папки, то болты нужно, наверное, будет купить отдельно, потому что крепление на люверсы не то чтобы прям очень круто. Знаете, вот эту папку, если бы я показывала мастер-класс именно на папках формата А5, прошел бы вообще на лайте. Но в целом хочу сказать, что делать А5 не сильно отличается от того, чтобы делать А4, особенно если у вас уже готовый покупной механизм с болтами. Все изи-пизи, не так сложно, как может показаться. Повторяю, что это просто мой опыт. Знаете, я не претендую на звание «Очумелые ручки 2023». И, кстати, помимо бумаги упаковочной или самоклеящейся, можно использовать и какие-то другие материалы для обложки. Например, ткань или искусственную кожу. У меня есть вот такой биндер, который я делала еще когда-то очень давно в школе. Я просто купила папку с кольцами, такая обычная учебная папка. Я даже здесь ничего не разбирала, просто поверх сделала синтепон, приклеила, потом сверху натянула ткань, прошила на машинке, также добавила кармашки и резинку для того, чтобы все это закрывалось. И вот этой папке у меня уже очень много лет.
Как вы понимаете, ограничений здесь никаких нет. Творите, выдумывайте, фантазируйте, и обязательно у вас что-нибудь получится. Если у меня получится в будущем купить еще прозрачную самоклейку, то я дообклеиваю эти части для того, чтобы они тоже не стирались. Все-таки самоклейка защитит, поможет. Либо можно было бы сделать сюда отдельно какую-то обложку, я подумаю над этим в будущем. Также сами уголки есть вариант защитить металлическими уголками. Вот такие металлические уголки. Понятно, что нужен какой-то более нейтральный цвет, ну там белый, черный, либо серебристый. Подошел бы мне сюда лучше, чем бронзовый. Просто приклеить их к уголкам, и уже будут уголки более защищены. Листы никак ничего нигде не торчат. Надеюсь, данного биндера мне хватит на 1,5 года, я имею в виду по объему. И в целом по состоянию биндера, надеюсь, он прослужит недолго, потому что я пока что не хочу больше ничего делать. Возможно, в будущем сделаю еще один себе маленький биндер, хотя не знаю, есть ли в этом смысл, потому что пока что у меня даже те биндеры еще не закончились. В описании к видео будет еще раз написан список материалов. Будут размеры картонок для биндера А4, размеры картонок для биндера А5, а также будут ссылки на мою черную папку, из которой я взяла эти кольца. Будут ссылки на кольцевые механизмы и еще какие-то полезные ссылочки там оставлю для вас. Так что заходите, смотрите. Если останутся какие-то вопросы, то можете оставить их в комментарии. Надеюсь, YouTube мне снова не закроет комментарии. Если он закроет, то можете перейти в мой телеграм-канал, в котором я охотно общаюсь с вами. Можете задавать вопросики там, я на них отвечу. Надеюсь, я ничего не пропустила, ничего не забыла вам сказать. В любом случае, если вам понравился данный видеоролик, и вы вдруг хотите побольше видеть на моем канале мастер-классы, хотя я даже не знаю, что я могу вам показать, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, оставляйте комментарии, и до новых встреч! Пока-пока!